Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такой коврик типа ленты. Опять же, в технике 3D узор. Вязала я его тунисским крючком. Край обвязывала обычным крючком. И с обратной стороны промазала силиконовым клеем, чтобы коврик не скользил. Размер этого коврика у меня получился такой. Тридцать 33 сантиметра. На 47 сантиметров. Вес этого коврика примерно 140 грамм. Вязала из пряжи для ручного вязания рукодельница. Это стопроцентный полипропилен. Мотки по 50 грамм. И вот я использовала 4 цвета. Синий, оранжевый, красный, желтый. И у меня от каждого мотка вот еще осталось. Ну, этих, конечно, меньше использовано цветов. Вот, а этих красных и синих осталось поменьше. А этих осталось побольше. Ну, я говорю, на такой коврик одного мотка каждого цвета вполне хватит. Вяжется очень легко. И смотрится, как будто изгибаются ленты. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Это тунисский крючок. Как всегда, я начинаю вязание с дополнительной нити, которую можно потом будет распустить и выкинуть. Или обрезать. Значит, набираем петли. Причем не затягивайте. Вот, видите, большие петли набираю. Набирайте, ну, сколько? У меня будет квадрат на 12 петлях. Ну, не менее 12 надо набрать. Вот. В последнюю петлю ставим маркер, чтобы не распустилось. Потом мы можем продолжить опять набор. Значит, количество петель я не считала. Энное количество. Так, теперь мы что делаем? Значит, здесь у нас маркер. И мы вот от начала набора отсчитываем 12 или 13 петель, чтобы не ошибиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну 13 будет. И переворачиваем на обратную сторону. И вот за эти протяжки, вот почему я и говорила, не затягивайте петли. За эти протяжки будем набирать. Значит, я буду показывать на обычных нитках, на обычной пряже. Потому как я коврик уже связала,
я уже из той пряжи вязать не буду. Покажу вам только принцип. Я буду набирать 12 петель, а вы уже сами ориентируйтесь, сколько вам набирать. Вот набрала я 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 петель. И теперь, как обычно, провязываем изнаночный ряд. Одну петлю провязываем, вторую, третью. И так провязываем, это изнаночный ряд мы вяжем, 12 петель. Следующий ряд из-под тунисских столбиков набираем петли снова. В конце ряда я обычно беру за целую петлю. Вот так. И опять закрываем одну, потом провязываем петлю и столбик. И так до конца ряда. У нас 2 ряда получается. Надо провязать 10. Дальше вы вяжите самостоятельно, и у вас будет 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так в высоту вяжете. Так, провязала я 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как узнать, получился квадрат или нет? Вот так, по диагонали складываем и смотрим. Если стороны совпадают, значит квадратик получился. Теперь что делаем? Берем нить другого цвета, оставляем хвост, чтобы можно было заправить. И эти 2 петли провязываем вместе. Петлю и тунисский столбик. То есть мы перешли с вами на другой цвет. Дальше что? Нитки перекручиваем. И из этой же первой петли еще одну добавляем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сразу 2 петли провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, нитки перекручиваем. Вторую петлю не потеряйте. И с первой еще добавляем 1 петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Вот эти 2 петли мы провязывали вместе, значит, мы их вот так и берем. 13. И опять сразу 2 петли провязываем вместе. И дальше петлю и столбик до конца ряда. Вот таким образом. И опять не забываем перекручивать нить. И вот этих рядов, видите, мы пошли, наклон у нас вправо. И этих рядов должно быть 5. То есть половину этого квадратика. 5 рядов. Довязываю я последний 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Как я говорила, половина как раз рядов от квадратика. Так, это у меня 11. Дальше эту нитку подтягиваем и ею закрываем последний тунисский столбик. Нитки перекручиваем. И на этих петлях вяжем точно такой же квадратик. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нитки перекрутили. И снова набираем 12 петель. Вот. И вот так у нас будет изгибаться эта лента. Значит, вот здесь вяжем точно такой же квадрат. Довязываю я 10-й ряд. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот осталась мне петля и тунисский столбик. И закрываем нитью другого цвета, но нитку подтяните, чтобы здесь у вас не фалдило. И закрываем. Так, что хочу сказать. Поскольку полотно будет у вас закручиваться, чтобы вам не мешало, вот так сворачиваем. Берем шпильку. И вот таким образом закалываем. И не будет мешать. Так, теперь вяжем желтым цветом. Точно такой же параллелограмм, но с наклоном в левую сторону. Так, нитки еще раз вот так перекрутим. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. 12-ю набираем вот за всю петлю, а 13-ю за полупетлю. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 петли вместе провязываем. 12. И нитки перекручиваем. Здесь 2 петли вместе, значит под следующую заходим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот последняя петля. 12. И за полупетлю 13. И закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 петли вместе, 12, и нитки перекручиваем. Итак, мы должны провязать 5 рядов. Самостоятельно провяжите этот параллелограмм точно так же, то есть 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, и здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, только с наклоном влево. Ну вот, заканчиваю я 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Осталось 2 петли. Мы их закрываем другим цветом. Но предварительно нитку на обороте подтяните. Закрываем. И теперь здесь вяжем точно такой же квадратик на этих петлях. Значит, здесь у нас 2 вместе, значит, набор идет со следующей петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И нитки перекручиваем. И у нас получается вот такая лента. То есть она типа извивается. Вот. Ну, кто как увидит. Можно так. Я вязала коврик вот в таком расположении. Значит, по идее, он должен начинаться с этого квадрата и точно в таком же положении должен заканчиваться. То есть
вот здесь. Вы вяжете, 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 но в конце у вас должен быть именно вот такой. То есть вверху он. То есть он немного левее по отношению к этому. И точно так же должен быть в конце. Все, так вяжите, сколько вам нужно. Я сейчас еще вот этот последний как раз довяжу. Это как раз вот раппорт получается. 2 красных, 2 желтых. Раппорт. И дальше повторяется. Так, ну что, довязала я еще один квадратик. И вот что должно получиться. Вот. Или вот так. Значит, вы там провяжете, сколько вам нужно. Нитку подтягиваем. Перекручиваем. И закрываем. Так. И обрезаю. Так, одну. Кстати, когда вы закончите, чтобы у вас петля не распустилась, вот вы провязываете последнюю петлю. И на всякий случай еще одну сделайте. Вот так, чтобы не распустилась. Значит, эту нитку тоже обрезаем. Вот, видите, изнаночная сторона. Этот хвост начальный вы заправите сюда. Если кто так будет вязать. Все. Одна ленточка у нас готова. Как я уже сказала, начинаете вы. Получается, что он левый, а этот правый. И вот так вяжете, вяжете, вяжете. Но заканчивать вы должны вот в конце, как и первый квадратик, то есть с левой стороны. Тогда она у вас будет лента полноценная. Так, теперь переходим опять к дополнительной нити. Поскольку петель у нас мало, снимаем маркер. И еще набираем какое-то количество петель. Как я говорила, петлю сильно не затягивайте. Опять набрали какое-то количество. Я уже неоднократно говорила, почему я набираю на дополнительную нить. Потому что тогда край не стягивается. Так. Теперь я беру нить другого цвета. Вот возьму синий. И буду вязать синим. Значит, вот по этой цепочке отсчитываем 12 петель. Так, это у нас занята. Значит, со следующей считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот в эту 12-ю петлю на обороте и начинаем вязать. 1, 2, вот за эти протяжки. 3 и так далее. Набирайте 12 петель, то есть столько же, сколько мы набирали здесь. Итак, набрала я 12 петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 12. И теперь я ввожу крючок в изнаночный ряд. Вот он у нас, изнаночный ряд проходит. Вот эти горизонтальные петли. Вот сюда, прям в петлю. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте еще раз я вам покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. И мы же сейчас с вами будем вязать изнаночный ряд, поэтому вот в изнаночную петлю и заходим сюда. Так, видно, да? Вот в эту петлю. Ну, вы попробуйте в центр этой петли, как вам удобно. Но за эту петлю лучше не браться, потому что ряды будут скакать, не будут совпадать. Ну, вы попробуйте. Вот, попала в изнаночный ряд. И протягиваем. 2, 3, 4, 5, 6. Ну и так далее. То есть мы вяжем точно такой же квадратик. Ну, то, что здесь угол получился, пусть вас не смущает, ничего страшного. Когда распустятся, они вот будут нормально. Нитка это уйдет и будет нормально. Итак, вяжем до последнего ряда. Итак, заканчиваю я прямоугольник, квадратик. Вот последнюю петлю здесь соединила в последний изнаночный ряд. Значит, у меня будет 11, а 12 закрываем другим цветом. Так, вот берем цвет другой, оставляем хвост, чтобы заправить им можно было, и провязываем. Нитки сразу перекручиваем. И с первой же петли сразу добавляем еще одну. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, заходим в изнаночный ряд. Вот он у нас. Вот сюда. И 2 петли сразу провязываем. Протягиваем через 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, есть.
опять нитки перекручиваем. Вторую, смотрите, не упустите петлю, а из первой набираем. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот здесь 2 петли провязывали вместе. Вот за 2 петли и берем. 13. В следующий изнаночный ряд заходим. И через 2 петли эту петлю протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, надеюсь, это понятно. То есть мы просто разными цветами вяжем одинаковые квадраты и одинаковые параллелограммы. Здесь они у нас будут с наклоном вправо. Потом опять прикрепляемся, меняем цвет на синий и прикрепляемся к этому. Сейчас я довяжу до конца вот этот квадрат и покажу, как сюда наклон делать и прикрепляться оранжевым цветом. Довязываю я синий квадрат. Вот, как я говорила, чтобы нам эта часть не мешала, мы ее подворачиваем и шпилькой закалываем. Вот так. Так, 10 я провязала. Это 11. Нитку эту подтянули. Перекрутили. И ею закрываем. Так, дальше что делаем? Теперь у нас параллелограмм должен наклониться в левую сторону. Значит, здесь будем прибавлять, а с правой убавлять. Давайте будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кстати, что еще хотела сказать. Вы, когда квадрат довяжете или параллелограмм довяжете, посчитайте ряды, потому что можно сбиться в количестве рядов. Где-то пропустили, сюда соединили, а рядов здесь меньше. Поэтому пересчитайте, когда закончите. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Дальше. Если мы зайдем вот сюда, допустим, у нас эта петля цветная будет низко, будет неровно по отношению к этим. Сюда, значит, нельзя. Давайте попробуем в изнаночный ряд войти. Тут главное вот в этом ряду
не проскочить. Вот так можно добавить. Ну, тоже вроде как неровно. Теперь она выше. Значит, как буду я вязать? Вот именно в первом ряду в этом. Сюда мы 12-ю заходим, а прибавлением делаем в изнаночный ряд вот сюда. То есть после тунисского столбика. Вот здесь. Дальше соединяем. Я, чтобы виднее было, показываю. Вот в изнаночный ряд. Вот сюда. Ну, вы, как я уже говорила, пробуйте. Может, кому-то по-другому понравится. Но чтобы ряды были друг против друга, я в изнаночный ряд захожу. Так, не попали. Вот, видите, прям в изнаночный ряд. Теперь провязываем только одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе, 12. Нитки перекручиваем. Так, здесь мы 2 вместе с вами взяли, значит, заходим в следующую петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А вот теперь уже можно спокойно. Вот эта передняя ножка у тунисского столбика. А вот есть задняя ножка. Вот нужно ввести между ними. Двенадцать, а это 13. И опять заходим в изнаночный ряд. Вот сюда. Я, по крайней мере. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 петли вместе, 12. И опять перекручиваем, соединяем и вяжем. Значит, дальше вы соединение уже знаете, я вам показывала в самом начале. Ничего сложного нет. Сейчас я довяжу до конца и покажу, как обвязку я делаю. Ну вот, закончила я последний квадратик. Так, эту нитку я отрежу. А нитку, которой вы закончили последний квадрат, не отрезайте. Я вязала как? Я начинала этим цветом и этим же заканчивала. А вы смотрите, как у вас получится, какой ширины он вам нужен. И поэтому ориентируйтесь. Дальше мы делаем обвязку.
Беру крючок еще меньше, чем тунисский. Этот у меня был 4, а этот 3. Так, вывязываем одну воздушную и заходим под тунисские столбики. Причем заходим и крючок набрасываем на нить и опять набрасываем и провязываем столбики без накида. Мне чем понравились они, что они практически не закручивают полотно. Полотно не закручивается. Набрасываем на нитку и опять набрасываем. Ну и вот смотрите, полотно не закручивается уже практически. Натяжение нормальное. Это за счет того, что мы взяли крючок меньше. Доходим до угла. Можно вот таким образом. 1, 2, 3. И дальше опять обвязываем. Вот и уголок у нас закругляется. Вот он. Так, дальше. Доходим до угла вот до этого. Сюда провязываем 1, а сюда провязываем 2. 1, 2. Дальше вяжем по одному. Тут тоже смотрите, как вам удобнее вязать. За что цеплять. Так, доходим до этого, до внутреннего угла. Здесь мы вытягиваем 1, 2 и их провязываем. Опять по одному. Опять доходим до внутреннего угла. 1, 2 и провязываем. Так, дальше по одному берем. Сюда провязываем 2, 1, 2, а сюда 1.
Вот такая обвязка будет получаться. Когда вы решите еще круг обвязать, опять доходите до угла, сюда вяжете 1, 2, 3, дальше по одному везде, сюда вяжете 1, а здесь в одну петлю 1 и сюда же второй. То есть во втором ряду вы вяжете точно так же, как и сейчас вяжем. Сюда доходите до угла, опять берете эту и эту, вместе провязываете. Вяжем, 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 опять одну и вторую вместе. Здесь вы добавляете, а здесь идете прямо один в один. Доходим до угла и распускаем вот эту нить. Вот она у нас здесь была. Закончилась. И дополнительную нить можно распускать со спокойной совестью. Вот распустили, и петли у вас никуда не денутся, не убегут. Вам главное поймать вот эту первую петлю. Так, повернем ее, чтобы было правильно. И провязываем. 1, 2, 3. Вот, а эти у нас тунисские столбики, петли закрыты. Тут ничего нет сложного. Доходим до угла. Сюда тоже вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше вяжем прямо. Здесь одну и другую вместе. Сюда в петлю вяжем 1, 2. Сюда по одному. Доходим до этого угла. Сюда только 1 столбик, а в эту петлю 1, 2. Идем дальше. Эту и эту провязываем вместе. И дальше. Опять доходим до угла. Вот здесь мы начинали обвязку. Сюда тоже вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. В каждом ряду это все повторяется один в один. И тогда у вас ничего стягиваться не будет. Вот, в принципе-то и все. Вот таким образом будет получаться у вас лента. После того, как свяжете коврик, вот у меня есть пеноплекс. Он очень удобный. Сюда легко вкалывать иголки, видите? Это строительный материал такой. Вот есть такой тоненький. Вот. А есть вот такой толстый. Это 5, 5 сантиметров. А это, по-моему, 2,5. Вот я на него раскладываю. Вот разграфила по 1 сантиметру, чтобы выравнивать. Потом взяла коврик, разложила, вот выровняла по этим линеечкам, полосочкам. Разложила. Иголками наколола, растянула все как положено. И намазала сверху герметиком. Для того, чтобы не скользил. Когда герметик высохнет, коврик уже скручиваться не будет. И будет лежать ровно.
Ну вот, вроде бы и все, что я хотела вам рассказать и показать. Значит, не обязательно коврик вязать этим узором. Ну, кто что придумает. Можно плед. Вот смотрите, какой он яркий, красивый, будет интересный, оригинальный. Так что вяжите, творите, фантазируйте. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.